Всем привет! Вы на канале Novandroid. По просьбе одного из зрителей актуализирую информацию по работе JSON, но уже с домашним заданием. Сейчас вы видите то, что получится в ближайшие пару уроков. Для начала создайте проект, настройте и подключите все необходимые зависимости. Откроем настройки Studio, посмотрим, какая версия Kotlin у вас установлена. Я советую 1.3. Далее нам необходимо разрешить редактор навигации по фрагментам. Отлично, закрываем. Теперь открываем Gradle Project. Нам необходимо указать версию нашей навигации и добавить зависимость по работе с аргументами. Применим плагин для работы с безопасными аргументами, для передачи между фрагментами и так далее. Так, по зависимостям. У нас есть ViewModel LiveData, это мы уже потом будем. Потом есть сам навигационный компонент. GSOAP – это Java-библиотека для работы с HTML-кодом. У него очень удобная API для извлечения и манипулирования данными. Вот. Далее у нас есть списочки. Сам карточка и список Recycle View. И карутины для синхронного программирования. И сам Picasso для работы уже с изображениями. Теперь добавим в манифесте разрешение на работу с интернетом. Отлично. Давайте теперь откроем Item. Это разметка одного элемента. В нем есть карточка, в карточке находится Relative Layout. В Relative Layout уже есть картинка, изображение нашей новости, заголовок нашей новости, описание нашей новости и, собственно, дополнительная информация нашей новости, то есть дата и там подробнее. Вот. Давайте теперь откроем Activity Main. У нас здесь есть контейнер фрагментов. Здесь у нас будут меняться фрагменты. Да? Теперь, для того, чтобы уже работать непосредственно с этим контейнером, нам необходимо добавить поле NavController. С помощью NavController уже можно, уже от названия отталкиваться, контролировать наши фрагменты, переходы между ними и так далее. Теперь, для того, чтобы как раз управлять этой навигацией, нам необходимо найти контроллер с указанным ID-шником. То есть этот метод по ID найдет наш контроллер, возьмет у него контроллер для управления этой навигацией. Вроде понятно объяснил. Есть еще класс Navigation UI. Это класс, который содержит множество методов для настройки работы с компонентами, такие как Bottom Navigation View, Driver Layout, меню и так далее. В данном случае мы будем обрабатывать кнопочку назад с помощью метода onSupportNavigationUp. То есть, когда мы переходим на следующий экран, у нас в Action Bar появляется кнопочка назад. Вот на этом все. В следующем уроке мы с вами уже создадим фрагмент, запустим карутины, посмотрим на результат и разберем домашнее задание. То есть, что нужно будет вам сделать. Итак, спасибо за просмотр, не забываем подписываться. Всем пока.